So, the content of this video is going to be brought in Russian language. So, dear English speaking friends, please enable the captions and enjoy the fucking ride. Здрасте! Если люди, которые на меня подписаны раньше июля, где-то в этом периоде видели, что у меня был опрос на тему, на какие посты я хочу писать, потому что меня тогда рвало что-нибудь написать такое вот смачное, типа, и, которое во многом отражало бы мой внутренний экспириенс, опыт, все дела. Кошка. Я писал про гендер, и у меня была идея еще писать про сексуальность и про историю эмоционального насилия, с которым мне посчастливилось повзаимодействовать. Это видео в большинстве своем будет об эмоциональном насилии, конкретно в семье, потому что, когда я начал разбирать эту тему, я понял, что если я буду рассказывать про все и сразу, это будет немножко поздно, но вот вам несколько дисклеймеров, здесь будет очень много мата, потому что именно так я, блядь, разговариваю. Извините, пожалуйста, и на эту тему без мата я говорить не смогу, поэтому sorry. Ну и для тех людей, которые считают, что родителей ни в коем случае нельзя порицать, потому что это родители, потому что родители — это некий святой авторитет, который никогда не может ошибаться, и все, что родители конкретно по отношению к вам не делают, все к лучшему, не смотрите это видео, пожалуйста, потому что я как минимум так не считаю. Ну или если вы готовы послушать мысли и выражения своего опыта с несколько другой точки зрения, милости просим. Только не надо меня потом за это поливать говном, потому что я полью вас говном в ответ. Для того, чтобы ввести вам некоторый фон для этой истории, я скажу, что вырос я в полноценной семье, у меня и мама, и папа. У меня есть и младшая сестра, которая сейчас 14 лет. Мама и папа в браке уже 20 плюс лет. Они поженились незадолго до того, то есть за пару лет до того, как я родился. Рос я в достатке, потому что у нас семья такого среднего, обеспеченного класса. Мы могли себе позволить поехать на море куда-нибудь за границу, в курортные страны типа Турции. Мы даже ездили в Египет, когда мне было лет 8. Много моих желаемых покупок мне доставалось. Но, знаете, не в таком бесконечном потоке, чтобы я вырос королевой, блядь, и такой, типа... Блядь, что там следующее мне подгоним, мамочка, папочка? А именно то, что некоторые игрушки, которые мне там нравились, или, не знаю, одежда, хотя одежда намного реже, чем игрушки, будем честными, доставались мне на праздники, на дни рождения, Новый год. Однако более обычные покупки доставались мне в некотором ином контексте. Но это так, история на стороне. То есть обо мне все-таки усердно заботились, меня усердно воспитывали, но с некоторыми «но». То есть я всегда был кормленный, я всегда был мытый, как бы в этом никаких проебов, так скажем, нет. Однако есть определенные «но». И перед тем, как вводить эти определенные «но», наверное, нужно немножко ввести контекст о родителях. Наверное, расскажу о маме в первую очередь. Мама росла в семье, которая переехала в Кишинев из села. Я живу в Кишиневе. Это так, добавочная информация. То есть Кишинев — это молдавская столица, Молдова — это постсоветская республика, то есть это все примерно как в России. Единственное, что у нас несколько другой этнический фон и культурные вития, скажем так. Мамины родители, то есть мои мама и бабушка по маминой линии, оба украинцы. Украинцы довольно религиозные, так как, опять повторяюсь, они приехали из села. При советской власти было большое религиозное влияние. Соответственно, мама выросла на большом культе возраста, в котором младшие дети, младшие люди не знают ничего, у них нет никакого опыта априори, они ничего не могут сказать, не могут сделать вопреки старшему, потому что старший — это бог. Соответственно, она выросла в таком авторитете родителей, где она непоколебимо их слушалась, а любое непорицание как бы наказывалось. Зачастую даже физически. Мне даже сама мама говорила, что ее могли побить, могли сполосать ремнем как бы, либо она могла получить подзатыльник. И вдобавок ко всему этому мама выросла с таким особым видением себя в классе «женщина должна». То есть она должна быть такой-то женой, такой-то матерью, такой-то, такой-то, такой-то. И в обществе ее должны видеть так-то, и представлять она себя должна так-то, и выглядеть она должна на 20+, по 10-бальной шкале всегда.
И не важно, что это зачастую, блядь, охуенно высокие запросы, которые требуют, блядь, невъебенного количества денег и усилий, блядь, и нервов. Но ей очень нравится следовать этим правилам. Ну и мама эмоциональный, но взрывной человек, скажем так. И некоторые ее взрывы переносятся на людях, которые находятся вокруг нее. Если говорить о папе, то тут будет рассказать намного больше, потому что у папы довольно несколько иной опыт взросления и опыт воспитания, потому что папа... Иной опыт воспитания, потому что он вырос, так сказать, в советской элите. Это была советская семья достаточно почтительная, достаточно высокого социального класса, потому что дедушка по папиной линии работал в издательстве, а бабушка тоже работала в издательстве, но в другом, и работала она редакторшей. То есть это были два образованных, культурных, почитаемых человека в обществе. У них была и красивая квартира, и достаточно денег, и у них, в общем, в этой паре было 3 детей, из которых мой папа самый младший, и все остальные дети были тоже обученные, культурные. Самый старший уехал учиться в Москву и строить там жизнь. Но это я ухожу уже в другую плоскость повествования, поэтому вернемся к папе. Папа, так как родился у бабушки довольно поздно, исходя из всех 3 детей, и с определенными, ну, как бы скажем, с определенной ценой в плане здоровья, не в том плане, что бабушка осталась там с какими-то неизлечимыми последствиями, но просто беременность была тяжелой. Папу несказанно много любили, и много этой любви вкладывали в заботу. Папа вырос, так сказать, маминой звездочкой. Папа всегда был под крылышком, ему никогда, вообще никогда не приходилось задумываться о еде, питье, лекарствах, походах куда-то, сборах куда-то, потому что ему во всем этом помогала бабушка. Ну и, соответственно, где-то ему помогал об этом и дедушка, но дедушку я при жизни своей не застал, он умер раньше того, как я родился, поэтому тут я не могу много сказать. Папина жизнь до брака прогарантировала ему следующую модель поведения, что в любом случае, когда ему надо поесть, когда ему надо что-то приготовить, что-то собрать, погладить, постирать и дальше по списку, это делает мама. Мама, которая является моей мамой, в смысле, до сегодняшнего дня. Если память меня не обманывает, поженились они в 95-м году, а до этого встречались еще где-то 5 лет. Мама стирает папе белье, мама гладит папе рубашки, мама наливает ему чай по заказу, то есть... Олечка, сделай мне чай, пожалуйста. И если Олечка не наливает чая в течение 10 минут, то приходит озлобленное оно на кухню и говорит... Оля, где мой чай попросил 10 минут назад? Блять. Никогда не знает, что находится в холодильнике из еды, соответственно, накладываем ему еду либо я, либо Лиза, либо мама. Но я через бунт, посредством бунта в подростковом возрасте перестал ему как бы потакать в этих делах, потому что я считаю, что человек должен как бы сам уметь о себе позаботиться. И почему-то я вырос именно в такой установке. Не знаю, почему такой я, блядь, браковный. Но конкретно сестре, потому что она девочка, приходится несладко. И сейчас, когда она вступила в подростковый возраст, когда ты уже начинаешь бунтовать против установок авторитета, в данном случае родителей, которые являются как бы несправедливыми по сути, начинается пихаться нарратив, что она неблагодарная сука. Мама же, в свою очередь, пытается сесть на 2 стула. То есть нельзя сказать, что она абсолютно патриархальная жена, как бы, которая ставит мужа на пьедестал и как бы кланяется ему в ножки, и все. У нее есть чувство собственного достоинства, она где-то чувствует, когда нарушают ее права, но не во всех случаях. Либо она чувствует, но продолжает молчать по своим определенным обстоятельствам и причинам. Мама параллельно с тем, что она как бы управляет всем этим трудом дома, еще и работает, то есть она пытается быть самодостаточной, однако финансовой помощи от папы она чем дальше идут года, тем меньше ее получает. Почему? Хуй его знает. Если мы будем смотреть на весь этот домашний труд, как труд, который, блядь, должен оплачиваться, потому что ты тоже вбахиваешь, блядь, силы и здоровье, то здесь он, блядь, не оплачивается. Трещины в конве поведения моих родителей я стал видеть где-то от 10-12 лет, и меня это очень сильно выбивало из реальности. Я не понимал, типа, как может быть так, если мы все время говорили, что, ну, не знаю, личность человека выстраивается на определенных ценностях и определенных поведениях, и надо как бы уметь себя и защитить, но при этом как бы не класть себя под гильотину. Ну, окей, видимо, я что-то не понял. Но, в общем-то, все детство до того, как началась критика с моей стороны на все проблемы, которые находились у нас в семье, детство было довольно счастливое и беззаботное. Но, опять же, вернемся к определенному «но». Сразу скажу, что определенный перечень этих вещей, которые я сейчас вспомню, в определенные моменты моей жизни подавлялись. То есть я специально заставлял себя их не помнить. Однако в определенные моменты, когда я размышлял на какие-то тематики, они всплывали, и я такой, Ну, нихуя. У меня всегда были определенные особенности с пищевым поведением, скажем так. Потому что я был худым
ребенком, которому не надо было много есть, мне не хотелось никогда много есть, но меня все равно пичкали едой, как бы. И, соответственно, когда тарелка была слишком большая, или это было что-то, что я не мог есть, мне оно не нравилось, типа оно просто не лезло в глотку, и меня это запихивали. Однако, справедливости ради, отмечу, что в садике пихали сильнее, чем дома, потому что один раз меня напихали молочный суп, сука, с макаронами, и я блевал в туалете потом. Однако же, когда меня кормила мама, и это была какая-нибудь, не знаю, гречка с какой-нибудь подливой, которая мне не нравилась, и мне прямо конкретно не нравилось, на меня орали и говорили: Да ешь ты уже, блядь, сколько можно, ты должен есть, не знаю что. Я жрал эту гречку и просто давился слезами, блядь. Были еще определенные моменты то ли с манной, то ли с овсяной кашей, когда это было по утрам, и я не хотел просто ее доедать. Меня тоже пристыжали и орали, что надо доесть. И мне иногда пару раз прилетал подзатыльник. Вот я четко помню, что я беру ложку, плачу, и мне прилетает подзатыльник. Я просто об эту ложку зубами. Забавный момент, где-то вот с год назад я об этом попытался поговорить с мамой. Типа: мама, ты помнишь, что вообще-то мне прилетал подзатыльник за то, что я не мог доесть? И она такая: Что ты такое придумываешь? Не может быть такого, Что? Не знаю, она со мной играла обиженную еще несколько дней за то, что я это поднял. Ну, как бы, ладно. Еще, опять же, вспоминая некоторые воспоминания с мамой, я точно помню, что иногда мы ходили в магазин или где-то появлялись в общественных таких местах, где надо чисто сходить по делам и все остальное. И как бы, когда я был неудобным в плане поведения, когда я там сильно бегал или орал там, или, не знаю, пел песни, блядь, не знаю, я был активный ребенок. Мне нравилось дрыгаться, мне нравилось, блядь, изображать звуки Тетриса, блядь, не знаю, бегать, приносить, спрашивать: можно это, а можно это. Именно в такие моменты мама могла сделать из меня просто, блядь, волну. Она могла взять меня за руку и дернуть так, как, блядь, вытряхивают ковер, не знаю. И просто я вот иду волной и охуеваю. Либо, опять же, любимый механизм моих родителей — стыд и вина. И именно так меня пристыжали, говорили, что Ты, блядь, нас позоришь, что не можешь себя вести нормально, что это вот ты тупой, что ли? И я точно помню вот очень сильную обиду, когда мы с мамой об этом отдельно поговорили, когда я говорю: мама, ты меня очень сильно обижаешь, типа, что ты называешь меня тупым, дураком и все остальное. Потому что там, наверное, не только тупой дурак был, но как бы, блядь. Во-первых, я сейчас не вспомню, во-вторых, а надо ли вообще вспоминать. Но я точно помню, что в сердцах и в гневе меня один раз назвали дубиной. И я говорю, типа: не называй меня дубиной больше, пожалуйста, потому что ты меня обижаешь. И мама такая: окей, типа, заметно. И через несколько дней мы пошли в магазин, опять что-то ей не понравилось, она такая: ты дубина. И я через слезы просто говорю, что типа: мам, ну мы же договорились, что ты не будешь меня называть дубиной, ты обещала. И она так охуела, короче, она на меня, короче, залипла и замолчала. И я часто сталкивался с родительским нежеланием что-либо объяснять, типа, и объяснять, почему это плохо, в частности. Потому что родители делали такой своеобразный шорткат к тому, чтобы меня пристыдить и сказать, что типа так нельзя делать. Почему нельзя, это никогда не объяснялось. Мне просто говорили, что ты позорище, ты заставляешь всех стыдиться за себя, и типа подумай, что ты делаешь. Блять, а откуда мне надо было подумать? Из жопы, наверное, потому что я не знаю, просто я не знаю. Наверное, один из наиболее ярких несправедливых примеров, это было, по-моему, в начальной школе, когда я узнал как бы от дворовых ребят о сексуальных отношениях и активно приставал к девочкам именно в таком подтексте. Мне никто ничего не объяснил, со мной никогда, блядь, вообще о сексе и секс-воспитании, и секс-просвете не говорили до этого, да и вообще об отношениях такого характера вообще. И меня просто пристыдили за это, сказали: как ты себя ведешь отвратительно, грязно, блядь, что это такое, а что тебе скажут, блядь? Я просто с квадратными глазами на все смотрел и такой: окей. Просто было такое ощущение, что, блядь, я искупался в грязи, я последняя сука в этом мире, и пиздец. На нас, детях в семье, часто вымещали злость. Не в том плане, что приходили и начинали нас избивать и все остальное, нет, как бы физического насилия за пределами подзатыльников никогда не было в семье. Ну, когда родители приходили с работы особенно обиженные или раздраженные, вся эта раздраженность выливалась на нас. Если, блядь, комната была там, допустим, с разбросанными подушками, либо, не знаю, на кухне не была помыта посуда или что-то такое, нам прилетало по самой ГГшары. На нас и орали, и говорили, какие мы неблагодарные, какие мы суки, и вообще, типа, не дети, а спиногрызы и кровососы. И вы вообще полезного ничего не можете сделать, вы ходите в свои школы не знаю что, приходите, вы тут свиньи, вы тут жопы, и ты просто сидишь, ты слушаешь, а ты пришел как бы не так и давно, наверное, час назад, вообще в полудохлом состоянии, потому что в школе тоже свои приколы. Но это уже отдельная история. Когда я становился неудобным в какой-то момент, либо слишком, вставьте прилагательное,
меня прогоняли, либо пристыжали. Я еще помню такой отдельный момент, когда ты вот, ну, когда, знаете, родители сидят на диване, и ты приходишь к родителям, садишься к ним, и вам, типа, весело, и как бы вы там играете себе, бесите, все остальное, и в какой-то момент у них меняется настроение, либо там, не знаю, позвонили или что-то такое, или они просто устали, а у тебя как бы настроение-то не поменялось, тебе не говорят, типа, ну, все, типа, мы закончили, типа, мы устали, давай, типа, поделаем что-нибудь другое, или иди там почитай книжку, или вот посмотри мультики, поиграй в кубики, блядь, на последний момент уже. Нет, мне говорили, типа... Максим, блядь, успокойся, сколько уже можно? Иногда меня могли, кстати, пихнуть бедром. В общем, такие пирожочки. Ну, а перемещаясь уже дальше в подростковый возраст, каждый раз, когда у нас была такая идеологическая ссора, или когда я пытался выразить свое недовольство тем, что дети по большей части становились прислугой, потому что когда мы не могли что-нибудь принести, там, стакан воды, блядь, или кофе сделать, или чай сделать, потому что именно такие были запросы, когда родители сидели в большой комнате, которая как бы соседняя с кухней, а детские, ну, там, спальни все остальные, они были вот вообще в дальнем конце, и каждый раз, когда у родителей был какой-нибудь просмотр кино, блядь, мы, дети, там, либо занимались своими делами, либо делали уроки, либо что-то такое, и нам кричали с зала, типа, поставь нам чайник, сделай нам чай. В частности, в большем процентаже это делал папа, потому что вернемся к тому, что он не делает себе обычно ничего из еды. И вообще на своей памяти я никогда не видел, чтобы он даже там мыл посуду или готовил себе что-то поесть, этого вообще никогда не видел. Чай он наливал себе, но с таким лицом, как будто его говном намазали, поэтому... Well. И тебя вводили в такое положение, что если ты говоришь «нет», то ты абсолютно охуевший ребенок, для тебя столько всего делают, тебя типа на руках носят, ты вот до такого возраста мы тебя сиськой кормили, до такого возраста ты приходил спать, а вот мы тебе все это покупаем, вот мы тебе столько возможностей даем, а ты такая, сука, говно. Либо, когда это были активные споры, и ты в ходе своих аргументов и несогласия как бы делаешь их недовольными. В частности, с мамой одним из ее ответных аргументов было то, что... ну, это такой сайд-факт, получается. У меня в 5 лет была клиническая смерть, и меня клали в реанимацию и буквально оживляли посредством уколов адреналина и всего остального. И мама участвовала в процессе, потому что это была больница, в которой она работала, соответственно, она имела там доступ, и она всех знала, и как бы ей важно было находиться в процессе в этот момент. И вот определенное количество лет после этого она мне постоянно говорила, что я с того света тебя вытащила, ты у меня на руках умирал, из тебя вот дух выходил, а ты вот теперь такое говно. Думаю, излишне, блядь, говорить, как это меня заставляло себя чувствовать. Папа же любил после таких ссор, либо во время таких ссор, когда я уже заебывался просто, я никак не реагировал, потому что я понимал, что это бесполезно разговаривать. Он ко мне подходил, заглядывал мне под лицо, допустим, и такой, типа, что совсем ничего не чувствуешь, что совсем не стыдно, ничего не гложет, да? Ты бесчувственный, да? Смотри, ты нас всех... Сказка, блядь. В период с 12 по где-то 16 лет я его откровенно ненавидел. Этому есть свои причины, я не буду сильно в них вдаваться, но отмечу таких несколько весомых пунктов, наверное. В большинстве своем я подавлял свою обиду на него, потому что лет в 6 я случайно узнал, что он изменяет маме. И потом через какое-то время я понял, что он изменял не первый раз, и ни с одной женщиной, как бы вот. Поэтому постоянно, когда папа читал мне мораль или какие-нибудь аннотации, или давил мне на чувство вины, потому что я такой неправильный, у меня просто голова, блядь, делилась на ноль из двойных стандартов, потому что я реально не понимал, как можно делать вот это и транслировать вот это. Блядь, его дико раздражала моя отчужденность от того, что происходило в семье, конкретно с родителями, потому что, ну, блядь, я перестал с ними чувствовать абсолютно связь, потому что дошло до такого, что, допустим, я прихожу со школы, и у меня там какая-нибудь ссора или конфликт, или, не знаю, что-нибудь переживательное, и я пытаюсь этим поделиться, из меня все время делают виноватого, что я слишком сильно реагирую, что мне не надо было так говорить, или тебе не надо было делать вот это, или тебе вообще тогда с таким человеком не надо было знакомиться. Блять, мне, наверное, надо было не дышать в тот момент, когда я родился, я бы сразу, блядь, откинулся, и всем бы было легче просто, я не знаю. В общем, с 12 лет я конкретно стал уходить в сторону от семейного времяпрепровождения, конкретно просмотра фильмов, посиделочек там, вот этих вот секс-сборов с друзьями и со всем остальным, потому что мне там места не было. Ну, и я зарубил себе на носу не делиться как бы своими переживаниями, потому что в итоге я виноват и я говно, даже в случаях, когда это неправда. Наверное, сейчас просто легче для меня,
в том плане, потому что я перешел в открытую конфронтацию с родителями, и с помощью терапии, работы с психологиней, я смог как бы открыто говорить о своих недовольствах и что конкретно меня беспокоит, потому что это было просто дичь. Это доходило до такого абсурда, что мне запрещали выглядеть определенным образом, и мне нравилось, как я одеваюсь, и что я транслирую абсолютно, типа, не знаю, неприемлемые какие-то действия или, блядь, взгляды тем, как я выгляжу. В этот момент, под 20 лет, мне просто стало невыносимо душно и нездорово находиться в этих рамках 1 квадратный сантиметр, или даже миллиметр, блядь, не знаю, с чем это сравнить, что было доступнее. И обстоятельства подтолкнули меня к тому, что уже не было смысла не делиться с ними такими вещами, допустим, как моя сексуальность, или то, как я себя вижу, как я себя ощущаю, и как мне нужно себя транслировать в плане самовыражения. У нас было дохуиллиард, блядь, ссор по поводу того, что я хочу красить ногти, и мне нравится макияж, и да, я буду с ним выходить, и меня будут видеть в нем люди. Мне говорили, что я психически больной, мне говорили, что я полностью охуевший, я никого не уважаю. И меня абсолютно, блядь, до конца развратил Запад. Но это так уже, блядь, другая история. И мне постоянно надо было долбить, что это мое дело, так как это мое тело. И мой внешний вид никак не касается других людей. И их реакция, и реакция других людей, то придут ли они к ним с вопросами, как мне говорили. Это абсолютно не мое дело, это абсолютно не моя забота. Мы до сих пор ссоримся с мамой по этому поводу, потому что она считает, что я отчаянно хочу внимания, отчаянно ищу любви от окружающих, от абсолютно всех. И мне нужно кричать о том, какой я хороший. На мои слова о том, что это просто элемент одежды, который мне нравится, это элемент моей внешности, который помогает мне быть ближе к моему видению себя, она абсолютно игнорирует, это хуйня по ее мнению. А папа от меня, скажем так, отстал, когда я на него просто наорал, когда он в очередной раз пришел меня спрашивать, есть ли у меня хоть какая-то капля совести и благоразумия, и перестану ли я, в конце концов, устраивать маме проблемы со здоровьем и загонять ее в гроб. Я не знаю, блядь, откуда пришла эта гениальная идея, но, блядь, это пиздец. Меня очень радует все-таки, что я смог в определенный момент вырваться из этой цепи вины и стыда, потому что именно на этом основывались все наши отношения, именно на этом основывалась иерархия, потому что в любой момент могли зайти полозья как бы потянуть, и все, я разваливался. И, блядь, не знаю, ребят, многие скажут, типа, ну, блядь, у нас у многих такое, что у нас жопа не рвется, типа, что ты жалуешься? Ну, ребят, повезло вам, что у вас жопа не рвется, но меня это, допустим, осталось с определенными травмами и приколами, потому что, не знаю, до сих пор свой 21 год я мучаюсь с тем, чтобы найти определенную среду, как бы, людей, среди которых я могу находиться. И меня очень сильно обострено чувство одиночества, когда мне нехорошо. Когда мне действительно нехорошо, это пиздец. Это пиздец, потому что мне кажется, что нет ни одного места, куда я могу податься и обратиться, где я буду чувствовать себя как бы элементом социума. Наверное, блядь. Не люблю использовать такие заумные термины в бытовых темах, но, блядь, по-другому я не знаю, как сказать. Элемент системы — это как будто, блядь, все серое и машинное, и я какой-то элемент, который чисто выполняет какую-то функцию, а это не так. Мне просто важно чувствовать себя, ну, как дома, что ли, когда я с людьми общаюсь, и тут возникает определенная проблема. Было некомфортно и очень страшно высказывать, что не так, и вообще говорить «нет». У меня была очень большая проблема с тем, чтобы сказать «нет», потому что на протяжении долгих лет сказать «нет» означало быть сукой. Означало быть сукой, означало быть неудобным говном и выслушать тираду о том, какая это жопа. Ну, как бы и сейчас, когда я смотрю на отношения друзей с их родителями, которые полноценные, которые поддерживающие, либо когда я вижу в фильмах или в сериалах родителей, которые общаются со своими детьми на равных, особенно на такие взрослые темы отношений, секса и всего остального, вот особенно в сериалах, где, не знаю, детям за 30 уже или под 30, и родители тоже как бы не идеально, имеют свои проблемы, не стесняются это показать, и говорят об этом, то, не знаю, для меня это вообще какой-то сюр, блядь, вообще, как это, блядь, может быть, вообще, я не знаю. У меня просто голова квадратом становится, я даже не знаю, вообще ничего не знаю, блядь. И я не знаю, что нас ждет впереди с родителями. Мы можем существовать в таких определенных ситуациях негативного мира, скажем так,
Негативный мир — это когда проблемы не устраняются, вы чисто все сидите и не конфликтуете. То есть приоритет здесь просто отсутствие конфликтов. Но это не является нормальным и полноценным. Как по мне, я не чувствую связи, и я не чувствую особой опоры родителей в полноценном плане отношений. Ну, то есть я знаю, что у меня есть финансовая поддержка, если она мне вдруг понадобится, потому что меня любят вопреки, скажем так, определенным моим качествам, определенным моим характеристикам. Они такие: ты такой, но мы все равно будем тебя любить. Кратко говоря, заебумба. У меня есть особенный страх потерять людей, которые для меня что-то значат, которые для меня близкие, с которыми я могу делиться все остальное, потому что там доходит вообще до чего-то нездорового этот страх. Наверное, из-за того, что у меня таких отношений в юности и в детстве не было. Наверное. Мне кажется, надо уметь сказать «нет», когда по вам откровенно ездят бульдозером, и нужно знать о технологиях манипуляции, особенно чувством вины в определенных ситуациях, потому что это пиздец, когда это происходит, и особенно если вы об этом не подозреваете, и вам кажется, что да, человек, который об этом говорит, абсолютно прав. Ну так вот, блядь, не может быть он прав, если единственное, к чему он прибегает, это манипуляция виной. Если кто помладше вдруг это смотрит, такого подросткового возраста, то отдавайте себе отчет в том, что злиться даже на родителей — это нормально. Вообще на любого человека злиться — это нормально, главное разобраться, почему вы злитесь, и поговорить об этом. Или если вас не слушают, это не те отношения, в которые вам стоит вкладываться. И отказываться от отношений с родителями, если это нездоровые отношения, которые заставляют вас чувствовать себя как кусок говна, от них тоже можно отказаться и существовать без них. Just saying. Не знаю, если буду еще что-то снимать. Наверное, когда я захочу написать какой-то огромный пост, который как бы... Если бы я тут писал пост, он бы разлетелся, блядь, на 10 инстаграмных постов. То есть это не тот формат, который мне нужен. Соответственно, родилось видео, блядь. Наверное, буду еще что-то снимать про такие обширные темы. Хз, посмотрим. Ну, в общем-то, до свидули.